Всем доброго испанского утречка! Сегодня мы едем на турнир в новое место. Там мы еще никогда не были, да, рядом с нами в Мурсии, час езды. Поэтому с утра я уже проснулась, помыла голову, уложилась, чтобы быть красивой. Но сначала утренний витаминный смузик. Сегодня положу клубничку, чернику, салатный лист, потому что он просто лежит в холодильнике и портится, нужно его куда-то использовать. И сельдерей всегда кладу, потому что он полезный, отруби. Вообще, работая фрилансером на покерных турнирах и, как следствие, много путешествуя по Европе, да не только по Европе, ты уже понимаешь примерно, что тебе пригодится, какие вещи взять с собой. Мы путешествуем с 2 рюкзаками. Сейчас мы поедем вообще с 1 рюкзаком, потому что короткий турнир. Все свалю мужу в рюкзак. То есть ты обходишься минимальным каким-то количеством вещей, которые тебе действительно нужны по факту. Ты не тащишь с собой весь гардероб, ты не тащишь с собой кучу обуви, кучу косметики. Зачем, если она все равно валяется в чемоданах? Поэтому 1 рюкзаком полностью укладываемся во все. И форма рабочая. Я ее просто отдельно повесим в машину, чтобы она не помялась. Ночью прошел пыльный дождик. Пыли с Африки натянуло. Пустынный. И вот так вот выглядит машина. Капец. Заехали на мойку помыться немножко, покупаться. Это когда с Африки ветер дует и несет с собой пустынную пыль, пустынный песок. Получается такая дымка в воздухе стоит, грязевая, из мелких частиц. И вот это оно оседает. Наверное, единственный катаклизм, который бывает в Испании, в Аликанте. Пыльные бури. А иногда бывает вообще, когда сильный ветер, он как из вентилятора дует, такой горячий воздух. А потом такая рыжая пыль на балконе. Ауф. Такие явления происходят где-то пару раз в год. Так что с этим приходится мириться. Все, поехали. Напротив гор. Напротив гор будет попозже. Сейчас пальмовые аллеи. Едем. Тут у меня кофеечек по дорогу. Такой складной стаканчик. Удобный очень. Водитель. Мужчина. Какие у нас пейзажи. Голая земля. Горы. Ну, сейчас еще зелено. Дожди прошли. У нас был месяц дождей, наверное, даже 2 месяца дождей. Зелененькое все. Летом это все будет вообще выгоревшее. Что, у нас там осталось ехать 26 минут. Пальмовая роща. Растут себе хорошо. И тут тепленько. Ну тут ничего, тут камера и все. Где там парковаться теперь? Интересно. Как туда заехать? Зависит. Пустите в отель. VIP-гости до отеля, на секундочку. Пустите.
написано ресепшн налево. Hello. 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 Reception is here? Yes. This is the code to open the door. Breakfast is from 6 o'clock to 10:30 here in the reception. It's a buffet. Окей. Thank Окей, you. thank you. Bye. Bye. О, красивый такой. Прям не похож на испанский отель. Ну, тоже красивый, свежий просто. Ну, свеженький, да. Так, 116 дальше. Вот. Вот здесь. А, мамочки. Welcome. Ой, какая прелесть. Хорошенький какой. А в серединочке нет отверстия. Ой. Как-то закрытыми шторами это было красивее. Что тут у нас есть? Шкафчик. Вид с окна, Столик. конечно, не очень. Вид с окна не очень, согласна. Холодильничек. Ванна, туалет. Помахай ручкой. Душевая кабинка. Хорошо. Вид с окна мы задернем. Будет вообще хорошо. Приехали в казино. Вот такое вот оно на вид здание. И наши черные человечки стоят. Половина знакомых уже испанцев. Идемте к ним. Вот у нас через черный ход. Тут security, охрана. Все, дали нам такие карточки на вход. Идем искать, где же наш став находится. Безопасность на высшем уровне. Оставьте ваши рюкзачки здесь. Вот открытое пространство. И езжайте в став. Пойдемте со мной, святая святых, в казино. Вот так выглядит наше рабочее место. Здесь зона Live Game. Столы для блэкджека, покера. Рулетка. А дальше начинается наша зона, зона турниров. Вот здесь подготовлено все уже. Ожидаем только игроков. Вторая зона. Ресторан. Бар. Выбор алкоголя. Тоже столы. Шикарное казино. Я бы тут работала, наверное, на постоялку. Но пока моя жизнь связана с фрилансом, поэтому моя работа связана с разными казино. Вот еще один зал. Наверное, VIP-зал с игровыми автоматами. Стрелять внимание, стрелять не казино. Ой, ой, класс! Съезжай ко мне. Ой-ой-ой! Сколько лет, сколько зим! И еще один зал с игровыми автоматами полностью. Рассадили всех, как всегда. Отдельно слотчики, отдельно казино. Подготовка к рабочему дню. Распределение фишек. В полной боевой готовности. Так мы ждем обычно. Приходим заранее, ждем, пока игроки начнут собираться. И начинаем работать. Игроки начинают понемногу прибывать. Я специально села за последний по счету стол, чтобы иметь возможность немножко поснимать. И вообще игроки в Европе, они такие лапочки. Просто они так выдрессированы правилами. Потому что тут всегда прав дилер, а не игрок. Ты его там накидаешь карту, не докидываешь до бокса чуть-чуть. Он смотрит на тебя, так берет карту, говорит тебе: «Сори, простите, что я не забрал карту». То есть не ты криворукий дилер, а он перед тобой извиняется. Это так
трогательно, так классно, так приятно работать в этой атмосфере, не токсично. И дилера все ходят на расслабоне, они короли за столом. Спалили меня чуть-чуть. Ну, ладно. В общем, к чему это все веду? К тому, что работая в Европе на европейских сериях, на нормальных европейских сериях, ты всегда чувствуешь за собой большую команду, которая всегда на твоей стороне. В случае какой-то конфликтной ситуации не прав у нас игрок, не ты, не дилер. Игрок не прав, игрок уходит, а у игрока блэк-лист. Ну там или какой-то стоп на пару дней. Все, пора работать. Выглядит стаф-рум в этом казино. Холодильнички, столики, яблочки, бананчики. И вторая комната, комната отдыха. Диванчики, телевизор. Но пока никого нет. Все работают, видимо. Вот тоже важная часть работы дилера. Второй день объединенка. Пакетики с фишками игроков раскладываем по местам. Сначала таскаем пакетики, потом раскладываем. И вот так вот это выглядит по итогу. Кстати, товарищи дилера, только в Испании разбирают колоду таким образом. А знаете почему? Потому что они ее не разбирают. Это просто готовая колода, запечатанная. Они такой порядок и оставили. Никаких международных стандартов. Вот решили мне поснимать немного. Поснимаю вам. Вот так выглядит наше рабочее пространство. Улыбнитесь, товарищи. О, менеджеры идут. Здесь вторая часть. Эксклюзивные кадры. Инсайд казино. Раздают. Или чуть-чуть. Игроки играют. Очень важные люди, очень серьезные, покерфейсные. Вообще очень красивое казино. Я не знаю, это одно из самых красивых казино, которое я видел. Все аккуратно, ухожено, просто шик и роскошь.